Я начинала делать этот фотоальбом больше 5 лет назад, и все это время мысленно возвращалась к вопросу, когда же я его закончу. И вот, наконец, работа сделана. Привет, друзья, с вами Лилия Гомболевская. Скажу сразу, что это не мастер-класс, а обзор, и будет он довольно коротким. Как я уже отметила, работу над альбомом начинала давно, и в ролике с обзором своей мастерской я упоминала этот проект, который в тот момент был в разобранном виде. И я тогда обещала, что, закончив, покажу готовый альбом. Когда я только начинала работу над этим альбомом, то видео не снимала, и сейчас решила, что показывать только часть процесса, наверное, не имеет смысла. Возможно, когда-то я и сделаю такой ролик, как создать подобный фотоальбом, а сейчас просто покажу, что у меня получилось. Обложка альбома твердая и обтянута тканью. Вообще ткань – это традиционный и любимый материал для скрап-альбомов. Сейчас, конечно, используют и другие материалы – кожу, кожзам, трикотажные полотна различных цветов и фактур. В качестве декора на обложке фигурки из полимерной глины, бумажная вырубка, бисер разных цветов. Обложка с клапаном, который закрывается на потайную магнитную кнопку. А на корешке металлические подвески. Размер альбома примерно 22 на 22 сантиметра, толщина 7 сантиметров. В альбоме 5 страниц и, соответственно, 6 разворотов. В основе альбома набор бумаги для скраббукинга Blue Sea от производителя Бишеби. Это довольно старый дизайн, его релиз был аж в 2015 году, поэтому не знаю, выпускают ли они сейчас в продажу такие коллекции. На первом развороте слева располагается рамочка, в которую легко вставить фотографию размером 9 на 13 сантиметров. Справа страничка с двумя клапанами, которые от произвольного открывания держит потайная пара магнитов. За клапанами находится конверт. В него можно вложить несколько фотографий, а также подложка-раскладушка с уголками для фото. В качестве декора здесь, а также и на других страничках, я использовала фигурки из полимерной глины, это различные ракушки, рыбки, вырубные фигурки из толстого картона, здесь это штурвал и водоросли, и бумаги, это вот такие белые ажурные цветочки, а также бумажные вырезки. Второй разворот вмещает лишь 2 фотографии, которые нужно закрепить на круглые подложки и вставить в рамочки. На следующем развороте подложки для фото закрываются боковыми клапанами, которые удерживаются цветными шнурами-завязками. Под клапанами подложки для фото. Одна из них в виде рамочки. На правой стороне разворота боковой клапан сделан в виде кармашка, в который вставлена подложка для фото. И под клапаном располагается подложка-раскладушка. Кроме того, на самой страничке можно также наклеить уголки и разместить в них фото. На следующем развороте странички с клапанами, на которых размещены рамки для фото.
Клапаны закрываются вот на такие элементы, которые в скрапбукинге называются анкерами. На самих клапанах изнутри можно разместить фото, наклеив уголки. А на страничке подложки на 4 вертикальных фотографии. Также дополнительно можно наклеить уголки с фото. Под клапаном справа подложки на 4 горизонтальных фото. И опять же плюс можно наклеить уголки с фото на саму страничку. На следующем развороте клапаны закрываются на потайную пару магнитов. Они вклеены между слоев бумаги, поэтому их и не видно. Под клапаном слева расположен конверт, в который можно вложить несколько фото, а также расположить фото и поверх конверта, наклеив все те же уголки. 4 подложки для горизонтальных фото. Правая сторона разворота оформлена по такому же принципу. И на последнем развороте слева клапан закрыт анкером, а под клапаном также каскад подложек для фото. Правая сторона разворота пустая, но на ней можно разместить фото. Вот такой альбом у меня получился. Не забудьте поставить лайк, если понравилось, и написать несколько слов. Это поможет продвижению видео и развитию канала. Спасибо за внимание и, как всегда, жду вас на своем канале.